Всем привет! Сегодня готовим леденцы на палочке. Эти леденцы я часто использую в дизайне на своих тортах. Для леденцов нам понадобится 70 грамм воды, 220 грамм сахарного песка и 100 грамм глюкозного сиропа. Глюкозный сироп можно заменять на инвертный. Еще понадобятся различные красители. Для матового эффекта понадобится белый краситель. Маленькие леденцы я делаю в форме. Я ее немного модернизировала, так как палочка почему-то всегда получалась сверху леденца. Пришлось прорезать поглубже отверстие. Более крупные леденцы я отливаю на тефлоновом коврике. Можно также отливать на силиконовом армированном коврике. На пергаментной бумаге, к сожалению, нельзя, иначе она прилипнет. Для леденцов я использую вот такие вот палочки для папкейков и деревянные шпажки. Длина у меня их 20 сантиметров. Весь объем продуктов я разделила на две равные части и буду готовить по отдельности, чтобы получить леденцы различных цветов. Чтобы получить красивый эффект на леденцах, заднюю часть леденца я окрашиваю серебряным и золотым кондурином. Оставшийся кондурин просто стряхните в раковину. Сахар, воду и глюкозный сироп выливаем в сотейник, не перемешивая, ставим на огонь. Для приготовления карамели я использую погружной термометр, он здесь более точный. Если у вас нет термометра, то сейчас я вам покажу, как можно определить готовность сиропа. Вы должны периодически проверять готовность сиропа с помощью блюдца и ложки. С помощью ложки нанесли на блюдце небольшую каплю сиропа, помахали немножко блюдцем в воздухе, чтобы у вас капля быстрее остыла, и проверили ложкой. Если капля мягкая, то варим сироп дальше. Посмотрите, как ведет себя сироп при температуре 120 градусов. Остывшая капелька еще мягкая. Варим сироп дальше. Капля при температуре 130 градусов после остывания уже достаточно жесткая, но все еще недостаточно. Ну и посмотрите на каплю, взятую при 140 градусов. Немного остудим ее. Сироп я довариваю до температуры 145 градусов. После сразу выключаю и снимаю с огня. И проверим ложечкой. То есть уже можно по этой капельке постучать. Она твердая, сироп готов. Отливаем карамель в центр формы, ложкой регулируя количество. Удобнее всего отливать по 3 штуки. Отлили 3 штуки, вставили палочки и отливаем дальше. В промежутке, пока вы вставляете палочки, ставьте ваш сироп на очень медленный огонь на плиту, чтобы он не успевал остыть. Палочки вставляем до самого дна в карамельку и тихонечко прокручиваем. В карамель я добавила немного желтого красителя и теперь буду отсаживать крупные леденцы на тефлоновый коврик. Медленно выливаем леденец в центр, помогая себе с помощью ложки. Укладываем палочку и тихонечко ее прокручиваем. Я добавлю в карамель немного зеленого красителя. И теперь буду делать зеленые леденцы. Абсолютно по такой же методике, выливая в центр, отливаем остальные леденцы.
Мои леденцы остыли, и посмотрите, какой интересный эффект получается у серебряного и золотого леденцов. А вот этот леденец абсолютно прозрачный, то есть это цвет нашего сиропа. Здесь нет никакого красителя. Вот таким цветом у нас обладал сироп, когда мы его сварили. А вот такие глянцевые и ровные получились зеленые леденцы. Они очень хорошо отходят от тефлонового коврика. Из второй порции ингредиентов сварим еще раз сироп и добавим розового красителя. И отольем несколько розовых леденцов. Теперь немного подогреем сироп и добавим несколько капель белого красителя, тем самым получив матовый розовый цвет. На леденцы, пока они еще не успели застыть, можно нанести различного вида посыпки. Ну вот мой леденец уже подостыл, поэтому приходится пользоваться шпажкой. Леденцы остыли, они получились вот такими глянцевыми и ровными. Они абсолютно не липкие, очень вкусные. Если леденцы у вас получились липкие, то это говорит о том, что вы немного не доварили сироп. Леденцы храните в плотно закрытых мешочках, иначе они начнут липнуть. Если я делаю леденцы для торта, я помещаю каждый леденец или по 2 леденца в один пакетик и плотно их закрываю. Эти проволочки, или как они еще называются, клипсы, я беру из упаковок с пакетами для завтраков. Очень удобно. Если я делаю леденцы для подарка, то я их перевязываю ленточкой. Такой объем леденцов получается из того количества ингредиентов, которые я давала в начале. На этом я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, готовьте вместе со мной. Всем пока!